Здравствуйте, меня зовут Карина и добро пожаловать на наш канал. Пандемия поглотила весь мир. Перестаньте, пожалуйста, смотреть, занимайтесь своим делом. Страшная и жуткая пандемия поглотила весь мир, и вне зависимости откуда, зачем и кем был рожден этот вирус, что окрестили COVID-19, самое страшное еще нас ждет впереди. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Будучи людьми профессиональными, следя за экономическими циклами и социумом, мы понимаем, что кризис начнется как раз-таки, когда изоляция закончится. Государства по всему миру приняли жесткие меры закрытия бизнесов и ввели меры социальной дистанции. Сотни тысяч людей в Англии остались без работы. Как сообщает газета «Телеграф», надо промотать ниже. Как сообщает газета «Телеграф», свыше 1 миллиона заявок было получено Департаментом работ и пенсий с начала массовой изоляции, и уровень безработицы стремительно растет к проценту, забытому этой страной с 1980 года. А ведь полноценную регулу ввели всего-то только 16 мая 2020 года. Вот это поворот! Сегодня же мы посмотрим, что COVID-19 значит для вас, трудящихся. Если вы человек, трудящийся на контракте, полноценном или нулевом, письменном или вербальном, то послушайте меня очень внимательно. Государство создало для вас схему сохранения рабочих мест. По схеме работодателям будет субсидировано 80% от заработной платы рабочих. Трудящимся будет выплачено 80% от их обычной заработной платы. Дайте денежек! Для этого ваш работодатель должен официально и в письменном виде поставить вас и государство в известность, что вас отправят в отсрочку. Отсрочка должна быть минимум 3 недели. И очень важный момент. Вам делать ничего не надо. Всю работу делает работодатель. Если вас уволили до 28 февраля 2020 года, то ваш работодатель может взять вас обратно на работу и сразу отправить в отсрочку, так как госоплаты будут датироваться задним числом от 1 марта 2020 года. Если вы устроились на новую работу после 17 марта 2020 года, то ваш новый работодатель, к сожалению, не сможет отправить вас в отсрочку. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Но есть очень важный нюансик. Если вы сохранили прекраснейшие отношения с вашим бывшим работодателем, то в принципе он вас может устроить к себе обратно на работу, и у вас будет все выплачено. Если вам просто снизят часы работы, то, к сожалению, это вам никак не поможет, так как госсхема вас в этом случае не покрывает. Пожалуйста, будьте крайне внимательны, ведь очень много недобросовестных работодателей будут разными путями пытаться вас списать с работы, предлагать изменения вашего контракта. Пожалуйста, не путайте понятия отсрочка и отстранение. Это две разные вещи. Отсрочка за вами сдержит рабочее место, а вот отстранения уже нет. Так что смотрите, что вы подписываете. Убедитесь, что работодатель гарантирует вам 80% от заработной платы, если он вас отправил в отсрочку. Так как когда компания сейчас вынуждена давать отсрочку персоналу, который в противном случае был бы отстранен, lay-off, они получат деньги от государства в размере 80% от обычной зарплаты. Убедитесь, что они не собираются вас списать с работы, нежели просто отлучить. Вы, когда будете на встрече с работодателем, убедитесь, что они не планируют вас списать без зарплаты на короткий срок. Есть разница между отсрочкой и отстранением. Отстранение может стать бессрочным, если компания решит, что у них больше нет финансовой возможности вас содержать. В противном случае, если компания не может вас содержать и не может позволить вам приходить на работу, она вас
уволят легально, просто закрыв вашу позицию. Во время изменения контракта работодатель должен поставить работника в известность, провести переговоры, выслушать мнение. Очень важно, чтобы велась какая-то запись или присутствовал ваш коллега или ваш представитель от профсоюза, если вы платите членские взносы. Малюсенький процент контрактных изменений работодатель может импозировать на вас в тот же день. Все остальные должны быть сделаны по форме и по правовым структурам. Это даст вам хоть какую-то защиту труда. Запросите, чтобы на встрече велись записи. И, кстати, между делом, отсрочка по собственному желанию и не согласованная с начальством может в результате оказаться отпуском за свой счет и не быть оплаченным. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Государственная схема четко и ясно ставит условия работодателям, что платить 80% от заработной платы будут только за тех, кого компании пришлось без другого выхода отправить в отпуск из-за вируса. Если же работник уходит из-за болезни вируса, там просто государственный больничный. Есть определенная категория защищенных работников, которые ушли, чтобы заботиться о родственниках из высшей категории риска. Они чуть по другой схеме работают. А вообще, как работают изменения контракта? Фактически, любые изменения должны быть согласованы и объяснены персоналу. Обычно у работников есть право не согласиться и не подписывать измененные документы, но это не значит, что ваш работодатель ничего не изменит. Это значит то, что вы можете у работодателя запросить пояснение, какой-то срок на консультацию или альтернативные условия. Вы должны открыто и в письменном виде сообщить работодателю, что будете работать в статусе протеста и что вы хотите работать и дальше, но не принимаете изменения. Изменения не должны быть введены силой, путем угрозы и без какой-либо консультации. Вы можете открыть переговоры с работодателем и согласовать какие-то новые условия, удобные обоим сторонам. Бизнес имеет право закрыть вашу позицию, если сможет показать, что теряет деньги, не нуждается в ваших услугах и рискует благополучием других работников на других позициях. Мы очень надеемся, что видео оказалось для вас полезным. Пишите, пожалуйста, в комментариях, задавайте свои вопросы, мы с радостью на них ответим. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Представитель из высшей, да перестаньте так делать. Если он. Сядьте, пожалуйста. Спасибо большое.